друзья! Сегодня у нас 15 марта, среда, и хочу начать там, где я закончил последний раз в предыдущем своем видео. Это эпопея столкновения, вернее, Великой воздушной битвы между беспилотным американским дроном «Риппер» и двумя российскими Су-27. Последние пару дней я не заходил в шестую палату к Вате, не замерял там температуру, но мне говорят, что вчера там стояло буйство. Народ бился в экстазе, показывали там всевозможные чертежи, рисунки о том, как бравые российские соколы налетели на страшный американский неуправляемый, вернее, управляемый, но беспилотный аппарат. Но чтобы несколько так развеять ситуацию, я вам скажу, что на самом деле произошло, потому что я не уверен, что это отражалось в российских СМИ. Итак, вскоре после вот этого инцидента, в результате которого дрон упал, вернее, он так рухнул в воду, разбился и, видимо, ушел на глубину порядка 1700 где-то метров. Такая вот глубина, как оценивается в этом районе. Так вот, вскоре после этого российский посол Антонов в Вашингтоне был вызван в Госдепартамент. Посол, который к этому времени уже получил инструкции из Москвы, начал кричать, что это американский беспилотный дрон совершил агрессивные действия в отношении Российской Федерации. То есть российская сторона упирала на то, что незадолго до вторжения в Украину Россия объявила вот эту зону Черного моря особой зоной, то есть это якобы уже не нейтральные воды, но и в то же время уже еще не территориальные воды, но и воздушное пространство, естественно, над ними. Но это как раз вот тот space или пространство, куда не следует заходить в связи с агрессивной войной России. Естественно, как все цивилизованные страны, Соединенные Штаты, ее союзники, да и все другие, игнорируют эти хотелки Москвы, и поэтому считают возможным летать и плавать в этом районе. Так вот, посол кричал, что это агрессивные действия были со стороны Российской Федерации, со стороны Соединенных Штатов Америки, однако Россия не предприняла в ответ никаких враждебных действий. Вскоре после этого последовало сообщение Министерства обороны, вернее, информация для американцев из Минобороны, согласно которой этот дрон залетел в эту зону, и на встречу ему были посланы два Су-27, миссия которых была идентифицировать этот аппарат, то есть не перехватить его, не атаковать, не расстрелять, не каким-то образом другим сбить его или посадить, а просто идентифицировать. И вот два мирных российских Су-27 вылетели, опознали. Ну вот и все, собственно говоря, что не приняли. А в ответ враждебный американский дрон начал осуществлять резкие маневры. И в результате этих резких маневров он потерял управление и начал падать. Ну и упал. То есть Российская Федерация здесь ни при чем. Не было бравых летчиков российских, которые в сложном воздушном бою сбили враждебный американский летательный аппарат. Не было триумфа русского оружия. Но что касается американской стороны, то американцы утверждают, кстати, сегодня на пресс-конференции генерал Милли и министр обороны Остин, они заявили, что у американцев есть видеосъемка вот этого всего процесса, как это все происходило. И американцы сейчас внимательно его изучают, это видео. Так вот, согласно американской версии, там был сброшен на этот дрон, было сброшено какое-то количество горючего или керосина одним из Су-27. Ну и, видимо, произошло столкновение. Американцы так и говорят. Был удар, страйк, то есть один из Су-27 столкнулся то ли
полностью с основным корпусом, то ли только с пропеллером, который находится сзади этого дрона. И в результате этого дрон потерял управление, американцы его самоликвидировали, и он упал. По оценкам американцев, Су-27 тоже получил какое-то там увечье или повреждение. Он сам сел на соответствующую базу без помощи внешней, но по оценкам американцев он тоже потерпел получил какие-то повреждения. Ну и по словам американцев, если бы еще чуть-чуть что-то пошло не так, то россияне могли бы и лишиться этого Су-27. Что дальше? Значит, американцы пока не предпринимали мер по спасению, по извлечению из глубины Черного моря останков или обломков этого аппарата. Повторяю, там очень глубоко, по оценкам американцев, примерно 1300 метров. Не знаю, как они это замерили, но так они утверждают. То есть они говорят, что это 5000 футов. Там американских кораблей нет военных в связи с закрытием проливов Босфор и Дарданеллы с начала агрессии против Украины. Но там находятся корабли союзников Соединенных Штатов по НАТО, и американцы могут их использовать для извлечения, значит, этих обломков, но еще не приняли это решение. Что дальше? Значит, дальше американские средства массовой информации. Вообще тут буря в Вашингтоне была, о которой я немножко расскажу. Обращают на себя внимание следующие обстоятельства. То есть, как мне говорят, там царит на соловьином помете и у мадам Скоробеевой какой-то шабаш, эйфория. И, видимо, в этой эйфории они не заметили другое важное событие, которое произошло буквально за несколько дней до того, как произошло вот это столкновение дрона Су-27. А именно, несколько дней назад, на прошлой неделе, американский бомбардировщик Б-52 взлетел в сопровождении двух F-16 польских ВВС. Взлетел он с натовской базы в Польше и полетел в сторону Балтийского моря. Где-то подлетев к острову Готланд, а это примерно 200 километров от Санкт-Петербурга, Б-52 сымитировал ракетную атаку на этот город. Затем резко развернулся, как это положено в случае атаки важной цели, и в сопровождении тех же F-16 полетел обратно через Прибалтику, и говорят, что дальше он улетел аж в Испанию. То есть была проведена чуть ли не боевая тренировка по нанесению удара по второму по важности городу Российской Федерации. Повторяю, самолет подлетел на расстоянии 200 километров от Санкт-Петербурга. И, о чудо, навстречу, то есть российское ПВО, или же оно спало, то есть его вообще тогда надо считать нет в Российской Федерации, или же грозные соколы воздушно-космические Путина не посмели поднять свои самолеты для перехвата этого Б-52 в сопровождении F-16. Другой эпизод состоялся еще раньше, пару месяцев назад, когда ВВС России атаковали британский дрон, беспилотный летающий аппарат, но тогда он был без всякого сопровождения. Собственно говоря, как американский Reaper. Так вот, значит, российский истребитель выпустил ракету в сторону британского дрона, но не попал, промазал. Но после этого, значит, теперь британцы они продолжают запускать свои дроны, но уже в сопровождении своих истребителей. Торнадо, или что там у них еще есть, Торнадо точно летала в сопровождении этих беспилотников, которым истребителям сопровождения дана команда сбивать российские самолеты, которые попытаются нанести удар по аппаратам летающим воздушным, принадлежащим Великобритании и другим странам НАТО. И вот теперь, значит, сенатор Линдси Грэм
топает ногами и требует от Пентагона, чтобы в следующий раз, если российские самолеты покусятся на любой американский летающий аппарат в этом районе, пилотируемый или не пилотируемый, чтобы просто сбивали эти истребители российские. Ну и я думаю, американцы, есть все шансы на то, что американцы последуют призыву и примеру британцев. То есть теперь будут запускать эти беспилотники свои в сопровождении истребителей. Я думаю, что F-16 там не обойдется, поскольку не так давно в связи с российской агрессией американцы, британцы подогнали туда, к восточному флангу НАТО, целую эскадрилью, по-моему, их даже две было, F-35. Вот эти F-35 могут фактически сопровождать эти дроны, даже в восточной части Черноморья, даже не летая рядом с ними. Они их могут сопровождать задолго. Но это как раз те самолеты, те истребители, которые полностью делают совершенно бесполезной противовоздушную, противоракетную оборону Российской Федерации. Захочет ли Российская Федерация испытать? Не уверен. Но должен вам сказать, что реакция официальных властей вчера на вот этот инцидент была, я бы сказал, трусливой. Ушки поприжали и оправдывались. Не было там заявлений, а что такое, а имеем право, а это наше воздушное пространство, а это наши воды. Там было совсем другой месседж. А мы ни при чем, мы ничего не делали, а он сам упал. Помните, как в знаменитой комедии времен Советского Союза «Не виноватая я, он сам ко мне пришел». Вот такая, господа, ситуация. Это интересно, я прямо зачитаю. То есть даже не верится, что это ведомство, в котором служит генерал Коношенко, вписало. Итак, Минобороны России утверждает, что американский беспилотник сбил себя во время резкого маневра. Он нарушил воздушное пространство, пролетев в сторону оккупированной Россией территории Крыма с выключенными транспортерами. После этого российские самолеты были направлены на идентификацию нарушителя, но не применяли оружие и не вступали в контакт с американским самолетом. Вот так это произошло. А потом в 9:30 по московскому в результате резкого маневрирования этого беспилотника он перешел в неконтролируемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Не виноватая я. Российские истребители не применяли бортовое оружие, не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и благополучно вернулись на аэродром при приписке. Так что, видите, какие двойные стандарты. Одно шоу для ваты на соловьиных пометах и совсем другой месседж, так сказать, на внешнюю аудиторию. Министр Остин сегодня сообщил, что он поговорил со своим коллегой Шойгу и предсказал, значит, что американские Соединенные Штаты будут продолжать летать в том же районе и действовать там так, как это позволяет международное право. Оно позволяет там летать самолетом и плавать кораблям. И призвал российскую сторону к ответственности, прозрачности в общении. Генерал Милле на сегодняшней пресс-конференции также сообщил, что он переговорит с генералом Герасимовым на эту тему. Там даже проскочило сообщение со ссылкой на источники из Российской Федерации, по-моему, Министерства обороны или чиновников каких-то, о том, что вполне вероятно, что это пилот, вот российский пилот Су-27, сам по своей инициативе совершил те действия, на которые у него не было санкций. Это на тот случай, если американцы, они же продемонстрируют, как они сказали, у них есть видео всего этого. Если окажется теперь, что это самолет там сбрасывал топливо
на Риппер или каким-то образом его чем-то там задел, крылом или чем его пропеллер, то уже готова версия, что пилот, российская версия, что пилот совершил действия, которые не были санкционированы высшим, значит, командованием. Там, глядишь, героя еще и накажут. Козлов, чё-чё, Козлов, отпущение в Москве, нам искать мастера. Мастера – это школа еще Советского Союза. Сегодня большое место в повестке дня занимает тема Китая и предстоящих поездок, ежели не будут Си Цзиньпина. Ну, во-первых, по просьбе, по требованию Российской Федерации состоялось совещание Совета национальной безопасности, не национальной, Совбеза ООН, где Россия жаловалась на русофобию. То есть это вот как-то так сразу где-то последовало, совместно последовало с этим дроном. То есть сразу переключить с этого инцидента. Явно в Кремле опасались, что это может вылиться во что-то очень нехорошее. Поэтому тут же включили дурочку и начали кричать в Совбезе ООН, что кругом русофобия, нас не любят, нас не уважают, мы жертвы. Ну ладно, бог с ним. Кстати, по этому поводу выступили представители в ответ Соединенных Штатов, Великобритании, и выступил известный украинской аудитории профессор Ельского университета Тимоти Снайдер, большой специалист по бывшему Советскому Союзу и по российско-украинским отношениям, который сказал, что вот этот термин «русофобия» – это выдумка кремлевской пропаганды, которая нацелена на то, чтобы закамуфлировать, скрыть свои агрессивные действия, наглые агрессивные действия в нарушении основополагающих принципов международного права. Поэтому они даже не заслуживают внимания. Также выступил там представитель Китая. И что там важно? Значит, китайский представитель начал кричать о китаефобии, или, как иначе еще говорят, синофобии. То есть китайцев тоже обижают два обиженных, опущенных создания на мировой арене – Си и Пу. И китайский представитель предостерег о этой синофобии, о менталитете холодной войны, потому что это все может привести к новому кризису. И так достаточно кризис существует, вот война между Россией и Украиной, и надо с этим делом заканчивать, нужно срочно переходить к переговорам. И что важно, здесь вот обратило мне внимание, я вам говорил, со ссылкой на, я считаю, хороших экспертов, реальных экспертов в этой области, американских, британских, которые, по мнению которых вот этот документ, позиционный документ Китая из 12 пунктов, это, так сказать, дорожная карта китайской дипломатии и политики на следующие несколько лет. Может быть, стратегическая. То есть это подготовка фактически к присоединению Тайваня. Это создание нового режима, что ли, в международном праве и в международных правилах и пониманиях, что такое хорошо и что такое плохо, которое бы позволило Китаю присоединить Тайвань, не вляпавшись в такую неприятность, как вляпался Путин, начав агрессию против Украины. И по мнению, вернее, по словам китайского представителя, вот этот документ с 12 пунктами, он станет основным дорожной картой Китая на предстоящий, значит, период. И Китай в связи с этим готов играть важную, активную, конструктивную роль
продвижении политического урегулирования на основании этих 12 пунктов. Что вообще это означает? Это означает, по большому счету, почему я обращаю на это внимание, и ваши тоже, потому что то есть вот из этого тезиса проистекает, что Китай выбрал для себя стратегическую позицию на обозримое будущее. Этакий мировой голубь мира, который выше там каких-то конфликтов и даже войн. Он стоит над земным шариком, так сказать, витает и урегулирует всеобщую ситуацию. То есть фактически речь идет о том, чтобы практически догнав, а скоро, может быть, и перегнав Соединенные Штаты Америки, Китай теперь должен перехватить инициативу мирового лидера. И вот каким образом он планирует это сделать. Из этого следует, что в ходе предстоящих встреч, и в частности с Путиным, если она состоится, кстати, об этом отдельно, так вот, Китай вряд ли в этой ситуации пойдет на оказание заметной или открытой, или массированной, или сколь-либо существенной военной помощи летальным оружием Российской Федерации. Иначе это разрушает всю вот эту дорожную карту, все его планы. Что касается поездки, до сих пор я вот наблюдаю каждый день ведущие средства массовой информации Китая, включая официозы, ни один из них до сих пор не сообщил о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву. Некоторые газеты пишут о такой возможности, ссылаясь на американские издания, но не на свои официальные круги. Об этом визите практически ни слова, ни комментария о том, что Китай от этого ожидает. Более того, комментируя сообщения американской печати на эту тему, китайцы, дают понять, что если это и произойдет, то это будет только одна из остановок в целой поездке императора Си по своим владениям. То есть Путин будет один из вассалов великого императора, которого он посетит. Из этого опять-таки следует, с моей точки зрения, что вот если бы Китай хотел и готов был оказать существенную летальную помощь Российской Федерации, он бы для этого этого вассала вызвал к себе в столицу, как в свое время московские князья приезжали в столицу Золотой Орды и на животе вползали, в шатер великого хана. Вот так бы примерно китайцы сделали это с визитом Пу. Ну и там бы, может быть, дали ему что-то. Но представить, что император ездит к своему вассалу для того, чтобы ему дать там летальную помощь, как-то у меня это в голове не укладывается. Для меня это самое главное. То есть во всей этой поездке самое главное именно это обстоятельство. После этого, опять-таки, со ссылкой на западные источники, газеты китайские пишут, что, может быть, состоится разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. И что здесь нужно иметь в виду? Еще раз, вот главное, как я вижу, цель всего этого грандиозного плана стратегического Китая. Это даже не об войне России с Украиной. Это создание благоприятной международно-правовой, политической, идеологической, пропагандистской основы, такой, как он должен быть создан, внутри которого когда-то, когда придет время, когда это будет достигнуто, Китай сможет мирно, то есть военным путем присоединить к себе Тайвань, но при этом на защиту Тайваня не вступит ни Соединенные Штаты, ни какой-то другой блок, не будет против Китая введены никакие санкции, будут мирно работать все цепочки торговые, технологические, финансовые цепочки, экономика Китая будет процветать, то есть все будет хорошо. Просто
Смысл всего этого грандиозного плана состоит в том, что большая страна, когда она хочет захватить маленькую, она будет это делать один на один, а остальной мир будет стоять в стороне и просто наблюдать за этим. И вот таким образом, значит, китайцы, Си Цзиньпин собирается представить вот этот свой план. Единственный пункт, который там стоит, вот в этих 12 пунктах, есть, который как бы так противится этому, это пункт, который китайцы весьма замысловато сформулировали. Пункт, он звучит так в первоначальном документе. Это соблюдение суверенитета государств и территориальной целостности. И вот суверенитет, он иногда трактуется так, что это включает в себя территориальную целостность. Но это неправильно, потому что он не включается. Правильно будет территориальная, то есть этот самый суверенитет и территориальную целостность. Так вот, дальше, после этого документа, как он начал обсуждаться, территориальная целостность, она как-то так исчезла из дискуссии. Говорят только о суверенитете. Вот я думаю, что если украинская сторона вступит в контакт с товарищем Си в этой области, поговорить с ним надо, безусловно. Для него это очень важный вопрос. И он попытается впутать Украину во все это дело, безусловно, чтобы показать, утереть нос Соединенным Штатам Америки. Так вот, украинской стороне надо просто следить, чтобы не получилось, как в Будапештском меморандуме, когда подписали ту бумажку, которая на деле оказалась ничего не значащей. В любом договоре, который будет подписан, если теоретически будет подписан с Китаем, в качестве гаранта соглашения должно быть написано соблюдение принципа суверенитета и территориальной целостности, потому что если территориальная целостность, то Российская Федерация должна убраться из всех территорий, которые она оккупировала, начиная с 2014 года. В этой связи китайские средства массовой информации пишут о том, что у Китая есть все инструменты, чтобы играть роль миротворца в войне в Украине на основании вот этого документа с 12 пунктов. Но Китай должен использовать это правильно, сохранять нейтралитет, то есть не занимая позицию России. Это впервые сейчас звучит, я вам дальше буду цитировать. То есть впервые говорится о том, что Китай должен в своей миротворческой миссии соблюдать нейтралитет. И это говорят китайские аналитики. Он может и должен использовать дипломатические, политические и экономические рычаги для продвижения мирных переговоров между Россией и Украиной, считают китайские аналитики. Обратите внимание, среди этих мер нету военной. То есть там не должно быть помощи летальным оружием Российской Федерации. Только дипломатические, политические, экономические рычаги. Предложение Пекина о мире показывает, что с его мнением нужно считаться. И этот документ из 12 пунктов содержит весомое, серьезное предупреждение против применения ядерного оружия, говорят китайские эксперты по обороне. Вспоминают, почему китайцы сделали это предупреждение. Сначала даже о нем не говорили. Оно как-то так внезапно, очень тихонько, почти шепотом появилось в средствах массовой информации на определенном этапе. Запад просто предполагал, что Китай, видимо, сделал такое предположение Путину. А сейчас сами китайцы пишут, что это было серьезное, весомое предупреждение. Мне нравится изменение китайской позиции по этому поводу, скажу я вам. И пишется, почему и когда Китай сделал это предложение. После того, как Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие в ходе так называемой специальной военной операции в Украине. И более того, в феврале 2022 года, накануне и в самом начале вторжения, он привел в повышенную боевую готовность все ядерные силы Российской Федерации. И дальше говорится,
То есть вот здесь прямо мнение китайских экспертов совпадает с западными, что российские конвенциальные силы в ходе боев за год были существенно потрепаны, измотаны, обескровлены, значительная часть их была уничтожена. И по мере того, как сокращается потенциал и возможность конвенциальных сил Российской Федерации, по их мнению, растет возможность того, что Путин может применить ядерное оружие. Но сделаем маленькую паузу, мы с вами помним, что есть серьезный вопрос. А если оно, и если оно в таком количестве и в таком рабочем состоянии, что Путин посмел его применить? Ну ладно, это другой вопрос. Китайцы здесь говорят чисто теоретически. Так вот, именно потому, что Китай потребовал, чтобы Путин не применял ядерное оружие, он должен давить на Путина в этом. Именно поэтому Пекин должен сохранять нейтралитет в этой войне и призывать обе стороны к спокойствию. И, как говорит Ли Лексионг, профессор Шанхайского университета политических наук и права, Китай хочет быть настоящим миротворцем, а для этого нужно говорить с обеими сторонами. То есть не только с российской стороной, но и с Украиной. Но все мы знаем, не надо мне писать, что китайцам не надо верить. это аксиома. Но скажу я вам, что изменение риторики, тона заявлений и их содержания просто колоссальное с тех пор, как они опубликовали этот документ из 12 пунктов. Из чего, опять-таки, самое главное для меня, то есть самый страшный сценарий, вот сейчас, накануне весенне-летнего наступления, ожидаемого в ВСУ, было бы решение согласия Китая поставлять в массированном порядке летальную военную помощь Путину. Вот, судя по всему, не должно этого случиться. Наоборот, где-то Путину там товарищ Си должен пролить на него ушат, но если не холодные, то хотя бы прохладные водички и призвать его к ответственности, насколько это возможно. С другой стороны, в среду, то есть сегодня, в районе Оманского залива начались военно-морские учения России, Китая и Ирана. И это происходит сразу после того, как, вскоре, через несколько дней, после произведшего сенсацию соглашения где брокером выступил Китай, между Саудовской Аравией и Ираном. У меня целая серия вопросов, что это значит. Значит, скажу так, кратко. По мнению уважаемых аналитиков западных, нужно подождать и посмотреть. Это прорыв, безусловно, который положил конец 7-летнему отсутствию дипломатических отношений между двумя странами. Это прорыв для Китая. Впервые он успешно, по сути дела, впервые заключил вот такую важную дипломатическую сделку. Это прорыв Китая в политическом плане на Ближний Восток. До этого он серьезно присутствовал там экономически, до последних месяцев, несколько месяцев назад, когда в связи с эмбарго на российские нефтепродукты Россия в результате бросовых цен на свою продукцию, она стала главным поставщиком этих товаров в Китай. До этого на первом месте была Саудовская Аравия. Но в дипломатическом плане на Ближнем Востоке, не говоря уже о военном плане, Китай практически не присутствовал. Теперь, после этой сделки между Ираном и Саудовской Аравией, он появился там как серьезный дипломатический игрок, и теперь с этими учениями он выходит, так сказать, и в военную плоскость, вплывает туда, на Ближний Восток. Что касается существа сделки между Ираном и Саудовской Аравией, противоречие и даже враждебность между ними глубока, с длинными, многолетними корнями. Это, конечно, прорыв, но там такой клубок противоречий, что надо посмотреть, во что это все выльется. Потому что, один
только один пример вам скажу. Соображение такое существует в Вашингтоне, что Иран, он не един, так сказать, государственные структуры, различные ветви власти там и силы, они не едины в подходах к различным вопросам внешней политики. Это соглашение было достигнуто внешнеполитическим ведомством Ирана. Но есть там стражи исламской революции, а это, так сказать, совсем другой зверь. И считается, что они не в восторге от этого соглашения. И им так по большому счету нарушить его невелика проблема. Одна из главных проблем вот военная. То есть с точки зрения Саудовской Аравии опасность Ирана для саудитов состоит в их программе беспилотников, тем, что у них есть такие силы, как Хезболла и хуситы, которым иранцы передают и беспилотники, и ракеты, 150 тысяч ракет в распоряжении только Хезболлы. И вот это вызывает страх Саудовской Аравии. Но я уже не говорю о религиозных корнях всего этого конфликта. Поэтому замене, то есть единодушное мнение существует, что с точки зрения глобального гаранта безопасности на Ближнем Востоке Китай никак не может в обозримом будущем заменить Соединенные Штаты, они остаются главными, но Китай вот пытается, то есть въехал в дипломатическом плане, а сейчас пытается в плане военном. И вот этих учения, надо сказать, они пока чисто символические, потому что Китай подчеркивает, что это не военно-морские учения. Они отрабатывают там спасательные операции в Оманском заливе. Оманский залив, он через Ормузский пролив выходит и соединен с Персидским заливом. Очень важная артерия. И там из вот этих стран-участниц Китай, Иран и Россия, Ормузский пролив, то есть Оманский залив, он омывает только Иран. И вот они там будут отрабатывать вопросы спасательных операций. Даже не упоминается возможность противодействия террористов в этой области, хотя они там есть и часто появляются, но чаще всего эти террористические операции проводили именно силы стражи исламской революции из Ирана. Китай направил туда всего-навсего один серьезный корабль, это ракетный эсминец, но и будет участвовать в поиске и спасении на море и другие, подчеркивается, не боевые задачи. Китай содержит в этом районе единственную базу, где есть причал, то есть это даже не военно-морская база, но причалить туда корабль может для заправки и для других потребностей, который находится в Джибути. Объявляя об этих учениях, Китай подчеркивает, что он выступает против геополитической конкуренции со стороны внешних сил и не стремится, и не намерен, и не будет стремиться заполнить так называемый вакуум или создавать эксклюзивные блоки. Об этом сообщил официальный представитель правительства Китая. Вот такая, господа, ситуация на настоящий момент. Наблюдаем за дальнейшим развитием ситуации с возможной, подчеркиваю, китайцы ее еще до сих пор не подтвердили и не анонсировали поездкой господина Си Цзиньпина. И если она произойдет, это будет очень важно. Не только с точки зрения того, о чем он там будет говорить в Москве, но и важно, о чем он будет говорить с президентом Зеленским. Ну и я думаю, что в случае с Украиной ему придется обращаться и к украинскому народу. Поскольку я очень сомневаюсь. То есть тут самое главное, чтобы украинские эксперты, вот как это случилось с Будапештским меморандумом, не сделали ошибку и не вписали туда то,
То есть в такие договора нужно вписывать все до букв. Там не должно быть понимания, там не должно быть каких-то закулисных устных договоренностей, обещаний. Даже если вам Си Цзиньпин будет мамой клясться, что никогда не позволит, я шучу, конечно, извините за сленг, тем не менее, все должно быть прописано. Потому как мне до сих пор пишут, а как же вот Будапештский меморандум? А я обычно отвечаю, маємо те, що маємо. Почитайте Будапештский меморандум, согласно которому в случае нападения на Украину участники этого меморандума должны предпринять, по большому счету, одно единственное действие – созвать Совет Безопасности для обсуждения этого вопроса. Вот и все. А дальше там, что решит Совет Безопасности? И если учесть, что Россия имеет право вето в этом Совете Безопасности, то это положение полностью теряет весь смысл. А вместе с ним и весь Будапештский меморандум. Поэтому надо смотреть так внимательно на этот раз, чтобы не получилось Будапештского меморандума. А для этого прежде всего необходима победа в ожидаемом весенне-летнем наступлении. С этим, господа, позвольте закончить это видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами, морда будет разгромлен, как когда-то был разгромлен Карфаген. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и полной уверенности, что победа будет за нами. До новых скорых встреч!